Приготовить печенье савоярди очень просто. Это еда для тебя. Всем привет и давайте готовить вместе. Разделяем 2 средних яйца на белок и желток. Яйца берите комнатной температуры и хорошо помойте их вначале. Желтки нам понадобятся немного позднее, а в белки добавляем щепотку соли и будем взбивать. Для хорошего взбивания следуйте 2 правилам. Миска и венчики должны быть абсолютно сухими. Взбиваем около минуты до белой пены, после чего добавляем чайную ложку ванильного сахара и еще немного взбиваем. Далее начинаем небольшими порциями вводить 60 грамм сахара. Сахар постепенно растворяется, масса белеет, густеет. Взбиваем массу до плотных неподвижных белых пиков. Далее добавляем оставшиеся 2 желтка и немного перемешиваем миксером. Буквально до растворения, взбивать больше не нужно. Теперь небольшими порциями просеиваем 70 грамм муки и аккуратно венчиком снизу вверх замешиваем тесто. Тут важно не нарушить воздушную текстуру теста, поэтому движения должны быть снизу вверх и желательно в одном направлении по кругу. Не торопитесь, действуйте аккуратно, и у вас обязательно все получится. Если переживаете, что печенье плохо поднимется, тогда добавьте в муку пол чайной ложки разрыхлителя, и все получится 100%. Также, если у вас не совсем идеальная мука, я рекомендую вам заменить небольшое количество муки на крахмал. Грамм 10 добавьте, и будет идеально. Перекладываем тесто в кулинарный мешок. Если у вас нет кулинарного мешка, можно воспользоваться обычным плотным полиэтиленовым пакетом. И да, все готовится очень быстро, поэтому перед приготовлением можете сразу ставить разогревать духовку до 180-190 градусов. Застилаем противень хорошим пергаментом, а у мешка отрезаем примерно 1,5 см. И начинаем отсаживать наши савоярди. Делаем печенье по длине примерно 10 см или чуть больше. И, конечно же, оставляйте между ними некоторое пространство, потому что печенье будет увеличиваться в размере. И обязательно щедро посыпаем наши савоярди сахарной пудрой. Именно сахарная пудра придает этим печеньям характерный внешний вид, трещинки сверху и такую хрустящую корочку. Ставим в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 8-10 минут. Когда печенья зарумянились, значит все готово, и нужно незамедлительно доставать их из духовки. Главное, не открывайте духовку во время приготовления, иначе печенья могут опасть. После выпечки савоярди достаточно мягкие, и если наша цель получить сухие хрустящие савоярди, то поставьте их в выключенную и слегка остывшую духовку, там они еще дойдут. Либо выложите на решетку, ничем не накрывая, и через какое-то время они подсохнут. Такое печенье станет идеальной основой для домашнего вкуснейшего тирамису. Рецепт этого нежнейшего десерта уже совсем скоро выйдет на нашем канале. В магазине савоярди стоит неоправданно дорого, а по сути цена его копеечная, и я надеюсь, вам был полезен этот рецепт. Печенье для королей. Скорей на кухне готовь ты своей, идеально для тирамису. И просто с чаем я им похрущу. Друзья, я желаю вам счастья, здоровья, хорошего настроения. Готовьте вкусно, готовьте просто и мыслите позитивно. И смотрите наши рецепты, там много всяких интересных блюд. Всем пока! Пока-пока! Пока! Пока-пока!